Друзья, всем привет! Вот мы добрались до решающих матчей полуфинальной стадии итальянской мужской волейбольной суперлиги. Идеальный сценарий и придумать было невозможно, ведь финалисты определятся здесь и сейчас. Нужен ли еще какой-то дополнительный разогрев? Я думаю, что нет. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Начнем мы с самой принципиальной пары этого сезона в Италии – Перуджа-Модена. Я уже, наверное, надоел с этой информацией, но в каждом из 6 матчей этого сезона между данными командами побеждали исключительно гости. Так что Модену такой расклад вполне себе устраивает, ведь сегодня они играют дома у Перуджи. Хотя тот факт, что вернувшийся после дисквалификации Леал сразу же получил травму, не идет на пользу банде Андреа Джанни. Но даже без доигровщика сборной Бразилии Модена добивается уверенной победы в первом сете – 19-25. Ренгапет, у которого все залетало в первом игровом отрезке, начал испытывать трудности в сете втором. А как часто бывает на тренировках, если ты допустил ошибку, то необходимо ее отработать, выполнив отжимание, например. Перуджа успела быстро разжиться преимуществом по счету, но Абделазиз своей подачей все старания хозяев свел на нет. Только создалось впечатление, что Нгапет выполнил недостаточное количество отжиманий, ведь француз проиграл несколько мячей подряд. Так что ужасная эффективность доигровщика в атаке и стала камнем преткновения для гостей во втором игровом отрезке, в котором они вынуждены были уступить 25-20. Перуджа сравняла счет в матче. Бруно, понимая, что у Нгапета есть некие трудности, вынужден был больше доверять Ван Гардерену. Леон, конечно, вряд ли на приеме искал именно голландца, но пушечная подача была направлена именно в него. Стоило мне заговорить про какое-то доверие к доигровщику со стороны связующего, как Бруно решил про него наполовину сета забыть. Но Мартину даже такая низкая загрузка никак не мешает быть полезным в решающие моменты игры. И именно ему было доверено спасать команду на сетболе. Жаль, что с подачей Леона Ван Гардерен совладать не смог, что позволило Перудже заработать и реализовать решающую в сете атаку. Хозяева вновь занимают комфортное положение на старте игрового отрезка, но подобный гандикап они уже неоднократно теряли. Хотя, глядя на игру Бруно, создавалось впечатление, что в этот раз Перуджа это преимущество может удержать. Джанелли, в отличие от своего визави, чувствовал себя уверенно не только в передаче, но также и в остальных элементах. Да и Вильфредо Леон решил напомнить всему волейбольному миру, что именно он должен считаться лучшим волейболистом планеты. Поэтому получилось так, что важнейший для Модена игровой отрезок они с треском проваливают. И после успешной атаки Мэтта Андерсона Перуджа резервирует за собой очередное место в финале. Одержав победу в этой серии, Перуджа пробивается в 4-ю финальную серию подряд. Причем с тех пор, как Вильфредо Леон переехал в Италию, дьяволы неизменно оказывались в финале, пусть ни разу Скудетто ими не покорилось. Но, как я обещал в прошлом обзоре, сейчас хотелось бы поговорить про итоги сезона для Модены, ведь они свой путь уже завершили. Желтые всегда обладали суперзвездным составом, но после старта коронавирусной пандемии у руководства возникли финансовые трудности, и они были вынуждены распустить своих лидеров, таких как Бартош Беднаш, Мэтт Андерсон, Макс Холт и, конечно же, Иван Зайцев. Но, видимо, за один год инвесторы успели поднакопить денег, и, устроив мощную закупку, они вновь решили ввязаться в борьбу за Скудетто. Для этого в команду вернули MVP Олимпиады Эрвина Нгапета. А чтобы ему было комфортно, к нему присоединился его давний товарищ Бруно. Поэтому Майку Кристенсена продали в казанский «Зенит». Также в поисках нового клуба был и Леал, который прекрасно был сыгран с Бруно, так что Модена подписала и его. Ну и в завершении ко всему этому звездному набору еще и взяли лучшего бомбардира всего чего только можно, Немира Абделазиза. И как это обычно и бывает, все уже начали вешать золотые медали всех турниров еще до того, как сезон успел стартовать. Но все же в командных видах спорта за счет одних имен выиграть невозможно, необходим мощный коллектив. Начало сезона безоговорочно провалил связующий Модены, а именно Бруно. Настолько больно было смотреть за плохой игрой легендарного связующего, что я порой поверить не мог, что все это реальность.
Да, бывают неудачные дни, когда совсем ничего не получается. Но у бразильца это были не дни, а недели. Как итог, 3 поражения в первых 5 турах Суперлиги. На первых порах, воодушевленный победой на Олимпиаде, Нгапет чуть ли не в одиночку пытался вытаскивать матчи для Модены. Пока Леал и Немир искали свою игру, француз, невзирая на все трудности, пытался выжимать из себя максимум для достижения результата. Ведь он определенно был настроен доказать, что является лучшим игроком в мире, так что падать в грязь лицом ему явно не хотелось. Затем бразилец и голландец начали вписываться в схемы Андреа Джанни. Несмотря на то, что Эрвин уже потихоньку начал хандрить, для Модены все равно начался удачный отрезок, где они одержали 13 побед подряд. И под каток попали не только Пиченца, Монса и Милан, но также Перуджа и Трентино. Плюс с легкостью было пройдено 2 раунда Кубка ИКВ. 2022 год стартовал не очень-то удачно для звездного состава Модены. Всего лишь за одну неделю подопечные Андреа Джанни вылетели не только из Кубка Италии, но и также сенсационно проиграли французскому туру в 1/8 финала Кубка ИКВ. Так что финал мечты Модена Зенит Казань болельщики так и не увидели. Первые не попали туда по спортивному принципу, вторые по политическим соображениям. Из-за санкций, наложенных на российский волейбол, теперь и непонятно, останется ли в команде на следующий сезон Немир Абделязиз. Ведь его переход в Санкт-Петербург был уже почти решенным вопросом. Но теперь в «Зенит» он точно не поедет. Как показал календарный год, голландский диагональный не особо лоялен к своим командам и готов сбежать при любой удобной возможности. Но несмотря на это, нельзя сказать, что Немир при этом плохо играл. Как по мне, он являлся самым стабильным и самым надежным игроком текущего состава Модены по ходу всего сезона. Какие-то провальные матчи даже на ум и не приходят. В чем в этом сезоне диагональный не преуспел, так это в своей подаче. Ведь в предыдущие сезоны это было просто ультимативным оружием, а в текущем розыгрыше Суперлиги он выстреливал крайне редко, чего, конечно, и не хватало Модене для итогового успеха. В общем, было очень интересно посмотреть за этим коллективом непосредственно в плей-офф, ведь Модена показывала свой лучший волейбол, когда играла против сильного оппонента. И серия с Перуджей должна была стать лакмусовой бумажкой и показать, не зря ли были потрачены все деньги на подобный звездный состав. И все начиналось неплохо. В первом же матче они одерживают достаточно уверенную победу и вполне могли уже подумать про финал. Но Леал зачем-то решил помахать ногами, за что схлопотал дисквал и по сути подставил команду. А затем еще и Бруно решил вспомнить свои самые неудачные моменты сезона и начинать раскидывать кирпичи, хотя возможность забрать серию имелась, но воспользоваться они не смогли. Перуджа в решающем матче сыграла достаточно убедительно. Мэтт Андерсон провел великолепную встречу, к нему свой весомый вклад добавил и Камиль Рыхлицкий. Леон же на себя брал все высокие и выбитые мячи, добавив к этому свои мощнейшие подачи. Так что потихоньку дьяволы по ходу серии разогнались, поэтому в финале должно быть интересно. Ну а самым результативным игроком встречи стал Мэтт Андерсон, набравший 21 очко. Статистика остальных участников матча, как обычно, будет на ваших экранах. Итак, переносимся к другой паре, где все так же будет решаться в 5-м матче. Я напомню, что первые 2 встречи уверенно выиграла Трентино. А затем еще более уверенно вверх взяли все еще действующие чемпионы Италии Лубо Чивитанова. В этом сезоне Трентино в каждом из турниров, где принимал участие, неизменно оказывалась в финале. Было тут лишь одно исключение, ведь на клубном чемпионате мира именно Чивитанова в полуфинале остановила подопечных Анджело Лорензетти. Подобную судьбу они явно не хотели повторить, так что в этот раз первый сет остается за Трентино 27-29. К сожалению для болельщиков Трентино, у Сбертоли так никуда и не пропала проблема из прошлого матча, где он отдавал узкие передачи. Этот фактор связующего может стать очень серьезной проблемой для гостей в решающем матче серии. А у Лучано Ди Чекко и прием был получше, да и разыгрывал он его куда эффективней. Катастрофическая серия неудач в нападении в середине игрового отрезка стоила Трентино проигранного сета. Пусть Лубо в концовке немного замешкалась, счет в матче им это сравнять не помешало – 25-21. Такая же участь постигла и хозяев, которые, не забив несколько атак подряд, отпустили своего соперника по счету. И этот челлендж для нападающих Лубо слегка подзатянулся, так что можно было уже подумывать о том, как исправить это в 4-м сете.
Единственное, что оставляло для хозяев надежду на спасение, так это подача Симона. Но вечно подавать кубинец не мог, а других аргументов у игроков Луба не нашлось. Так что Трентино забрало этот игровой отрезок себе. Им оставался лишь еще один успешный сет до финала. Но тут за дело вновь берется господин Сбертолли. Даже Матей Козийский не понимает, как ему правильно разбираться с такими разными передачами. Да и подобные казусы явно не добавляли уверенности в итоговом успехе для гостей. Так что пока связующий Трентино отрабатывал передачи одной рукой, его команда стремительно опускалась на дно. А попутно с этим уверенностью обрастала игра Габи Фернандеса, который заменил Ивана Зайцева. Так что исход пятой партии был абсолютной загадкой, но то, что она будет, уже сомнений не оставалось. Блин, вот если честно, вообще ума не приложу, что же случилось с Рикардо Сбертолли в последних матчах. Это еще хорошо, что исполнительское мастерство нападающих позволяет находить решения даже в самых трудных ситуациях. Но этим сложно выигрывать подобные матчи, ведь у соперника подобного мастерства в избытке. Но, к сожалению, Козийский уже настолько устал исправлять передачи, что на решающий сет его попросту физически не хватило. А Симону здоровья точно не занимать. Кубинец и Мейсон закрывают этот матч и эту серию. Луба Чивитанова проходит финал. Сперва поговорим про конкретный матч. Начнем с Даниэля Лавия. Итальянец уже по сути превратился в штатного диагонального, и на какой-то экспериментальный вариант, что был в начале сезона, это уже не похоже от слова совсем. Тогда возникает вопрос к Анджело Рензетти. Зачем тогда держать доигровщика на позиции диагонального, если у тебя в составе есть полноценный диагональный, такой как Джулио Пинали? В нападении, на блоке и на подаче Джулио лучше, чем Даниэля. В чем тогда смысл? Разгрузить Козийский и Микелетто в приеме? Если придерживаться схемы из начала сезона, Лавия практически не атаковал с задней линии. Тогда почти все нападение сваливалось на четвертую зону, где Сбертолли оставалось лишь ждать качественную передачу, а там Козийский и Микелетто разбирались с групповым блоком. А в этой серии связующий Трентино пытался играть вариативно, но у Лавия были трудности с тем, чтобы набирать очки, а с другого края сетки уже не хватало качества передач. Сбертолли конкретно этот матч провалил. У тебя есть два молодых нападающих, а они в сумме получили на 11 передач меньше, чем 37-летний болгарин. Какой-то бред, если честно. Ну и качество передач итальянца также не поддается никакой критике. Большую часть сезона никто даже не вспоминал про то, что из команды ушел Симоне Джанелли. Но после полуфинальной серии болельщики из Трента явно пустили скупую слезу. Вообще, я в начале сезона даже не верил, что Трентино сможет забраться так высоко. А вот сейчас сижу и рассуждаю на тему, что они могли спокойно оказаться в финале, если бы сыграли в свою силу. Вот таким непредсказуемым бывает волейбол. А вот с Лубе была другая ситуация. Я понимал, что команда вроде сильная, но за счет чего она побеждает, я понимал далеко не всегда. Неизменной была лишь игра Симона, который в своем последнем сезоне в Чивитанове решил взять на себя полную ответственность за победы. Кубинец всегда был мощнейшим центральным блокирующим, но обычно он являлся приятным дополнением к звездному составу, но уровень его текущего влияния на игру выходит за все разумные рамки. Это можно сравнить разве что с последними сезонами Дмитрия Мусерского в Белогорье. На данный момент Симон является лучшим бомбардиром своей команды в плей-офф, а с учетом, что Модена и Трентино уже вылетели, то быть может он и в тройку лучших бомбардиров может залезть. Что, согласитесь, для игрока, который полматча сидит на скамейке, очень серьезное достижение. Про Трентино я еще поговорю после финала Лиги Чемпионов, а про Лубу Чивитанову мы еще и в финальной серии успеем поговорить. Так что давайте просто перейдем к статистике. Самым результативным игроком матча вновь стал Матей Козийский, записавший себе в актив 22 очка. Чем отметились в протоколах остальные участники матча, вы можете посмотреть на ваших экранах. Ну что ж, вот и закончилась полуфинальная серия итальянской мужской волейбольной суперлиги, которая подарила нам максимально возможные 10 матчей, что безусловно не может не радовать. Только за этот факт вы просто обязаны поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры финалов. Первый матч между Перуджи и Лубой Чивитановой пройдет 1 мая, так что ждать осталось недолго. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.